Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о нескольких ошибках водителей при выборе зимних шин. Выбор этот непростой, и зачастую неосведомленный человек не обращает внимания на некоторые нюансы. Начнем с того, что при покупке обязательно нужно смотреть дату выпуска шин. Очень часто не совсем честный продавец может продавать вам и 4-летние, и 5-летние шины. На вид они, конечно же, будут как новые, даже может хранили их правильно. Но факт остается фактом. Резинотехнические изделия имеют свой календарный срок годности. Я думаю, многие со мной согласятся, что от шин, установленных на авто, зависит ваша жизнь и жизнь окружающих. И ладно бы они продавали ее с огромной скидкой, а нет, в большинстве своем цена такая же, как и на свежие комплекты. Так что не дайте себя обмануть, смотрите дату на боковине шины, ее ставят в специальном окошке. Первые две цифры это неделя, вторые две цифры это год. Шина должна быть в лучшем случае этого года, либо максимум прошлого. Кстати, это касается и БУ резины. Бывает очень редко, конечно, люди продают хорошие варианты годовалые или двухлетние комплекты, практически без износа и со всеми шипами. Но такое встречается очень часто. В основном продают реально старые, либо изношенные шины, либо и то, и другое. Второй момент это выбор между фрикционной и шипованной резиной. Но начнем с того, что если бы не запрет, который был наложен в Европе на шипы, то сейчас практически вся резина, скорее всего, была бы шипованной. На укатанном снегу и гололеде ни на какой липучке вы не затормозите быстрее шиповки. Это уже много раз подтверждалось различными тестами и сравнениями. Конечно, современные технологии помогают приблизить фрикционные шины к шипованным именно в поведении на льду и на укатанном снегу. Но, на мой взгляд, шипы все равно обеспечивают больший запас по безопасности. Но если вы не хотите царапать всю зиму асфальт, как, например, в крупных городах, где не успевает толком выпасть снег, его тут же убирают, либо используют термоядерные реагенты, то, конечно же, фрикционную шину целесообразно ставить, что, в принципе, сейчас я и делаю. Также не стоит экономить и ездить на лете, если вы живете на юге России, например. Видел очень часто такое в Краснодаре. Стоя в пробках, рассматривал резину. Это был январь или февраль, я не помню. И из 10 авто только на одном стояла липучка. Все же другие были на летнем комплекте. Но даже в теплых регионах встречаются заморозки, что однажды может сыграть злую шутку. Ну а если вы часто ездите по трассе, то шипованная резина будет гораздо предпочтительным вариантом. Позапрошлом году сам я использовал именно такую в зимнем дальнике на 7000 километров. Еще один момент, где покупать шины. На рынке и в интернет-магазинах я бы не стал, так как на рынках часто не соблюдаются условия хранения. Не говорю это за всех, конечно, есть и добросовестные продавцы, которые работают на имидж. Но по большей части на рынке хранят шины не по правилам. Заказывая резину через интернет, часто бывают случаи, что к вам приходит 3-4 годовалая резина, да еще и не с той страной изготовления. Сам в прошлом натыкался на такой вариант. Менеджер сказал, что шина произведена в Германии, а на самом деле при доставке она оказалась российской. А сделать возврат иногда бывает не так просто. Ну, в принципе, вполне возможно. Но опять же, это потеря времени. Так что покупать шины нужно именно в специализированных магазинах. Благо, их у нас сейчас очень много. Также большая ошибка при выборе зимних шин, которую я часто встречал и слышал, что люди ищут и ставят резину пошире, ведь чем шире, тем больше пятно контакта. Да, это именно так, но применимо это только для сухого покрытия. Чем уже зимняя шина на автомобиле, тем быстрее и сильнее раскроются ламели, ведь чем меньше пятно контакта, тем большее удельное давление оказывается на шину в месте контакта с дорожным покрытием. Тем самым и шипы плотно и глубоко внедряются в лед и укатанный снег. Более узкая шина менее подвержена эффекту сплэш-плэнинга, аквапланирования на зимней каше. Наглядный пример, то что узкая зимняя шина гораздо лучше широкой, это автоспорт. В ралли во время зимних спецучастков используются именно узкие шины.
Но и злоупотреблять шириной зимней шины для гражданского использования не стоит. Ведь вы хотите купить зимнюю шину не на один сезон, так что надо выбирать оптимальные размеры, конкретно подходящие под ваше авто. Еще большая ошибка возникает при установке шин. Это касается и зимних, и летних вариантов. Есть три варианта протектора: направленный или в народе елочка, асимметричный и полностью симметричный. Направленный рисунок даже названием указывает, что имеет направление. На боковине таких шин вы встретите стрелку. Если такие шины поставить неправильно, то это будет очень чревато последствиями, особенно на высоких скоростях. Ведь такой рисунок при правильном направлении обеспечивает максимальное эффективное выведение влаги из пятна контакта. А если поставить все наоборот, то эффект будет зеркальным. Единственный самый большой минус направленного рисунка – это шум. Ну и небольшой минус – это управляемость при резких перестроениях и в поворотах. Проходимость по рыхлому и мокрому снегу у таких типов рисунков на высоте, как и торможение и разгон на зимней каше. На асимметричных шинах нет стрелок, но там указывается внешняя и внутренняя сторона. Такие шины гораздо тише той же елочки. Также такие шины часто имеют разные по износостойкости и мягкости внутренний и даже внешний слой. Благодаря ее жесткости в поворотах автомобиль не плавает, так что в управляемости такие шины будут немного лучше направленных шин. Третий вариант – это вариант с симметричным рисунком. Сейчас, к сожалению, они встречаются гораздо реже, в основном выбор еще есть для внедорожников и паркетников. Плюс большой у таких шин: их можно ставить как захочешь, вы никогда не перепутаете. Конечно же, есть еще моменты, что люди ставят только на ведущие колеса зимнюю резину. Но я думаю, это связано в первую очередь из-за нехватки денежных средств. Думаю, будь у человека возможность, он не стал бы делать такую глупость. Ведь тормозим и входим в повороты мы всеми четырьмя колесами. Напишите свое мнение по данной теме. Также интересует ваше мнение по асимметричному рисунку, ведь при установке у многих происходит просто взрыв мозга. Якобы одна сторона устанавливается правильно, а другая уже нет. Также, если вы мой новый зритель, зайдите во все видео канала. Быть может, вы найдете еще что-то нужное и интересное для вас. Буду очень рад, если вы подпишетесь и нажмете на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся в комментариях, друзья. Всем пока.